Привет. Ну что ж, собираюсь я на Ниагару. С собой я буду брать минимальный комплект вещей, немножко продуктов, и дорога у меня займет около 5-7 часов. Надеюсь, что дождя не будет, хотя вот погодка у меня за окном немножко пасмурная. Ну да ладно, к дождю я тоже готов, у меня есть дождевик, и главное, у меня есть настроение. Черт, мне это нравится. Вдоволь выспавшись и расчехлившись около 12 часов дня, я начал свое путешествие. При этом я проложил маршрут, избегая платных автодорог. Ну а мою бюджетную гостиницу я забронировал за неделю до моей поездки. Ну и вот, собственно, все, что я беру с собой. Это один ланч, 3 бутылки воды без сахара, 2 баночки супа из сечевицы, немножко яблок, пару сливок, несколько баночек швепса и 3% йогурт. Да, скажу честно, по продуктам я не готовился, поэтому то, что было в холодильнике, то и взял с собой. Также планирую посетить кафешки непосредственно на самом водопаде, попробовать их кулинарию. Ну и супермаркет, конечно же, никто не отменял. И, конечно же, в конце видео я подобью всю сумму денег, которую я потратил в дороге. Те, которые несут яички. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну и раз уже начался такой замес, давай я покажу тебе те вещи, которые я решил взять с собой. Рассчитывал я, конечно же, на дождливую погоду. А вот и вся моя экипировка на 2 дня. Это 2 байки-кенгурушки, 1 куртка-ветровка, 2 кепки, 1 рюкзак и средства личной гигиены. Не забыл я также про аптечку и 1 запасную пару кроссовок. И тут я не прогадал. Этого вполне хватило мне на 2 дня. В момент, когда я выезжал, погода была в принципе сносной. Ничего не предвещало осадков, небо было чуть-чуть затянуто. Но, как мы знаем, погода в Канаде – это женщина капризная. Ждать долго не пришлось. Уже нарезая последние круги в городе, мое лобовое стекло начало принимать на себя первые капли дождя. И казалось бы, да ничего страшного, ветер и дождь просто решили поиграть в догонялки. Но началась полноценная, сука, буря, которая только набирала свои обороты. Да, скажу честно, я, конечно, большой поклонник дождя и бури, но перспектива того, что я буду сидеть в гостинице и втыкать в окно все выходные, меня явно не устраивала. Спустя 2 часа дождь стал постепенно стихать, ну а вскоре закончился совсем. Ну и по доброй традиции этих краев, тучи разводить руками не надо, на это просто нету времени, получите солнце и наслаждайтесь. А вот с этого момента начинается самое интересное, потому как припекать начинает не по-детски, и естественно ты будешь включать кондиционер. Но раз ты включаешь кондиционер, соответственно расход топлива у тебя просто сумасшедший. Ну, сейчас обязательно кто-то должен сказать, нет, в духе типа, ну у меня же там электрокар или что-то еще. Окей, не буду я дискутировать ни с кем на тему, у кого там какой расход, буду отвечать конкретно за свой старенький Chevy Trax. И в моем случае кондер хавает примерно 35% топлива. Но и без аварий не обошлось. Как мне показалось, этот дальнобой либо заснул за рулем, либо у него просто отказали тормоза. На самом-то деле это просто трэшевая история. Но знать бы наперед, кто же от этого застрахован. Сколько бы ни наблюдал такую ситуацию на дороге, постоянно при виде этого хватаюсь за свой ремень безопасности, начинаю мониторить скорость и ощущаю, как адреналин расползается по моим венам. Да, очкую. И не забываем, сучки, просто робоскопы. Где-то спустя 3 часа, как я находился в дороге, я начал сверяться с маршрутом. И надо признать, меня все устраивало. Был я где-то на середине своего пути, до Торонто оставалось совсем недалеко. Единственное, что меня огорчало, это немножко превышенный расход, из-за того, что я часто юзал свой кондер. Но в любом случае, до Ниагары топлива мне хватало,
Единственное, что я все-таки не стал рисковать и решил дозаправиться пару литров в Торонто. Сделать такой небольшой пит-стоп, ну и соответственно дозаправить себя каким-нибудь стаканчиком кофе. Все путешествие стартануло в субботу. Видимо, по этой причине я по дороге не встречал так много постов полиции, ну или других каких-то спецслужб. Да, вот еще что. Смотри, очень важный момент. Так скажем, must have. Если ты все-таки отправишься в такое путешествие, ты должен понимать, что каждый пит-стоп, который ты будешь делать, это будет 35 километров. Что я имею в виду? То есть магистрали все проходят вдалеке от населенных пунктов. То есть заезды на них это очень большая трата времени. Поэтому ты будешь, естественно, выбирать то, что находится у тебя по пути, то есть по дороге. А все заправки и все вот такие небольшие пит-стопы, которые находятся на дороге, они один от другого расположены на расстоянии 35 километров. Так что имей это в виду, если ты вдруг захотел пописать, купить мороженое или чего-то прохладненького, тебе придется терпеть 35 километров. Делай остановки и планируй остановки наперед, это поможет тебе просто избежать таких ситуаций. Второй, как по мне, немаловажный момент – это въезд в Торонто. Там тебе придется столкнуться с 8-полосным движением, и в этот момент важно не только держать телефон на хорошем заряде, но и не перепутать направление своего движения. То есть, как минимум, ты рискуешь потерять время не только в пробках, но еще нарезая кольца по Торонто. В общем, появились у меня кое-какие усложнения. Вот сейчас, буквально сейчас въезжаю в Торонто. И Торонто меня встречает пробкой. Ну, скажем так, я думаю, что где-то пробка на полчасика примерно, если верить карте. Вот. Ну и через полчасика должен это все пройти. Жара стоит неимоверная, телефон перегревается. Мне кажется, что-то с погодой не то, потому что был дождь, сейчас уже опять все нормально, в общем, непонятно. Как-то так. Но продолжаю движение, мне осталось буквально около 150 километров, плюс-минус. И я думаю, что это преодолею в ближайшие 2 часа. То есть прогноз неплохой получается в целом. Выехал я в 11:30 утра. И получается, что до сейчас у меня без 5 минут 4. То есть за вот этих вот, грубо говоря, 4 часа 30 минут я доехал до Торонто. В принципе, расклад неплохой. Но потеряю я здесь еще полчасика, конечно. Я надеюсь, все-таки эта пробка. Главное, чтобы не перегрелась машина или не перегрелся телефон. Ну вот как-то вот эти две вещи меня сейчас беспокоят больше. На самом деле город просто огромный. Вот. И вот сейчас очевидно, что буду проезжать через его сердце. Ну и надеюсь, это будет быстро. Видно, да? Видишь, сколько полос? То есть, трафик просто дикий. Просто дикий трафик. Подытоживая весь переезд в Торонто, нужно сказать, что я 5 раз попал в пробки и потратил на это все около 1,5 часов. Осмелюсь предположить, что все-таки трафик такой обусловлен тем, что это субботний день, ну и плюс впереди праздник трудящихся, поэтому большинство канадцев все-таки спешат к своим друзьям, родственникам, и поэтому трафик более насыщенный. Возможно, что в будний день все-таки этих пробок поменьше, ну и время вы будете тратить на переезд в Торонто намного меньше, чем я. Ну, в общем, сделал маленький пит-стоп на выезде из Торонто. Заправка Husky, маленькая заправочка. Топливо здесь 148,9 на сейчас. Ну, в общем, довольно неплохо. Продолжаю маршрут. Утомили меня пробки. 1,5 часа где-то примерно потратил в пробке, проезжая Торонто. Ну, надеюсь, дальше все будет попроще. Осталось там около 100 с копейками. Ну, до встречи. Наступал вечер,
Время близилось к 6 часам, и я продолжал свое движение к своей гостинице. Ниагара встретила меня пустынными улицами, свободным трафиком, чему я был очень рад. Ну а моя гостиница находилась примерно в 5 километрах от водопада Ниагары, что по местным меркам в принципе не так далеко. Да и имея машину, это вообще не составляет никакой проблемы. Ну а если вдруг случилось, что ты попал сюда без машины, то причин для расстройства вообще нет. Естественно, это туристический городок. И мне показалось, что на каждого жителя здесь по 2 автобуса. Ну а тем временем я уже добрался до гостиницы и пошел забирать свой ключ от номера. Ну что ж, я добрался. Заняла у меня дорога около 6,5 часов. То бишь, я очень много потерял в Торонто. В пробках это около часу, может быть 1,5 даже. Учитывая, что я выезжал в 11:30 и в 6:05 я уже на месте, непосредственно в 3 километрах от водопада Ниагара. В общем, имеем ключик и идем смотреть номер. Номер на 2-м этаже, 122. Посмотрим, что он из себя представляет. Смогу ли я там спать? Потому что я спальника не взял, я забыл. Так что придется выкручиваться. Ну, 2 ночки это не так много. 2 ночки пройдут быстро. Главное, чтобы холодно нет. Ну, поехали смотреть. Должен признаться, поначалу я немножко переживал за своего малыша. Дорога была достаточно длинной, плюс пробки, плюс перегрузки, плюс постоянно работающий кондиционер с температурой за бортом больше 35 градусов. Это все могло плохо сказаться не только на двигателе. Как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Но малыш оказался со стержнем и показал всем свои стальные яйца. И не забываем, сучки, про стробоскопы. Как будто сейчас 69-й. Живи веселым, предвзятым и всратым. Ну, собственно, вся гостиница представляет из себя вот такой комплекс. Есть 2 этажа и есть 1 этаж. Парковаться, я узнал, можно везде, где я захочу. Вот здесь я запарковался. А мой номер будет вот там, на 2-м этаже. Вот, в уголке. Ну, ладно, беру пожитки и вперед дерзать осваивать номер. Так. Рюкзак мой. Рюкзак. Ну и осталось взять еще. Ну и то, что у меня тут по еде. По еде у меня 1 пакет. В общем-то, есть еще каких-то пару швепсиков. Но это уже мелочи. Так, а путь наш лежит наверх. По вот этой вот лестнице. Ну, посмотрим. Солнце еще высоко, кстати. Так что можно сегодня что-то еще придумать. Может быть. Ну, в принципе, это выглядит как обычный мотель. Ничего такого. Так, 123. 120. Вот он мой. 122. Ух ты. У меня даже тут 2 стульчика. Что, правда, кондиционер даже есть? Ну, в принципе, тут и терраса такая. Вот там можно даже выйти, выпить себе утром какого-то кофейку сделать. Вопрос сделать. Плитки здесь, очевидно, нет. Ну что ж, ладно, 122 номер. Ключик у меня есть. Посмотрим. Вау.
Блин, да тут прохладно, обалдеть просто. Кондер работает. Просто огонь. Телевизор сносный, в принципе, Филиппок старенький. Торшер. Пум-пурум-пум. Да, кондер работает. Кстати, и он нормально тут охладил уже. Ну, ребята, я реально чувствую тут так, ну, градусов 18. То есть на улице где-то под 30-ку сейчас. Класс. Ну, неплохое такое вот. Непонятно что. Ну, это понятно, что это. Вопрос в том, что как для полотенца, оно как-то грязно выглядит. Какое-то оно замазанное, вон там какие-то. Ну, видите, да, такое полутемное. Ну, в общем, пользоваться им, понятное дело, не буду. Кстати, есть телефон. Телефон — это что? Мне переговариваться с кем? Ну, это что-то в номер заказывать, я не знаю. Тут, может, кухня какая-то есть. Но радует что? Есть холодильник. Да, это радует. Сейчас я вот продемонстрирую. Он работает, кстати, да, есть какой-то лед. То есть мне на мои продукты вот на 2 дня буквально хватит вот с головой просто. Ну, такая, конечно, бюджетно, все бюджетно. Тут какие-то торчат со стен. Что-то непонятно. Ну, что ты хотел? От номера за... Сколько там? За 100 с чем-то баксов в сутку. Это, я так понял, тут был когда-то контроль. Или это кондер? Наверное, кондер все-таки. Хотя кондер можно включать непосредственно... На самом кондере есть переключатели температур там. Он очень древний, но вроде можно разобраться. Да, вот температура. Температура, и тут вот low cool. Да. Больше, меньше, короче, есть регулировка всего. Так что старый, не старый. Так, здесь походу такая вот живописная тема. Мне кажется, что кто-то просто, это вот помните фильм «Киборг», и там просто стены ломали, вот так пробегали сквозь стены. Вот мне кажется, здесь какую-то сценку снимали, потом резко залатали вот это все красиво. Прикольно что? Смотрю сюда, ну вроде бы такой ветерок, вот, и какие-то тюльпанчики. Смотрю сюда. Здесь тоже ветерок и те же самые тюльпанчики. То есть такое сквозное эхо. Стереокартина с тюльпанчиками. Ну ладно, давай посмотрим, что там за душ, какие там условия. Так, полотенце для ног. Окей. О, сравнительно чистое, даже мыло есть, смотри. Прикольно. Так. Лампочки. Ну, 2 хватает. Почему нет? Чистенький унитаз. Все как бы в норме, все лучком. Что тут произошло? Кто-то не успел, наверное, заставить эти штуки. Вломился отсюда быстро, наверное, я не знаю. Теперь все поправили, все нормально, окей. Ну что, на худой конец. Как бы, да, после вот такого жаркого дня, может быть, даже сегодня, если есть вода у них, правда, то приму душ. Так, какой-то я услышал удар. Здесь, очевидно, стенки все очень тонкие. И все прослушивается. Поэтому шуметь особо тут не стоит. Ну, в принципе, за вот такие деньги, да, друзья, вот такой номер, но меня устраивает. Я как бы не барин, не король. Мне бункер не нужен. Или там какие-то светские апартаменты. Как бы для такого вот броска, чисто вот что главное, да? Главное это получить эмоции, побывать на Ниагарском водопаде. Вот как бы это главная цель. А переночевать можно и в таком номере, я считаю, ну как бы, почему нет?
Тем более он недалеко находится. Там вроде бы я смотрел, ну если вот не ошибаюсь. Карта, кстати, там будет. Где-то около 3-4 километров от самого водопада. Что довольно-таки недалеко. Так что парковка бесплатная на 2 дня. Ну слушай, просто неплохо. Правда, не знаю, что по соседям. Может быть, здесь вечером будет... Все может быть, короче. Ну, дождемся вечера, посмотрим. Сейчас я бы хотел перекусить немного. И... Ну, перекусить как? Скорее всего, у меня там есть йогурты. И быстрее всего, что я перекушу йогуртами. А уже непосредственно потом вечером, если вдруг захочется мне чего-то, то может быть. Хотя хотелось бы съездить, конечно, еще и куда-то вот тут осмотреться в центре. Но мне кажется, что спешить не стоит. Кстати, возьму я водички, попью. Так, и йогурт. Кстати, у меня нету ложки. Блин, я забыл ложку. Надо посмотреть в машине. Наверное, у меня в машине ложка. Да, вот еще что радует, что можно уже по-человечески сесть. И как бы, ну, отобедать, отзавтракать, я не знаю, там как получится. Вот, ну, какой-то снять быстренький влог. То есть все это возможно. Кстати, ну, это они такие уже от старости, наверное, да? Немножко подуставшие. Ну, не суть. Не будем впрягаться. Короче, ладно, иду я еще повыгружаю остатки с машины. Так, что тут у нас? Вау! В принципе, прикольный вид, почему нет? Второй этаж, панорама такая. Со столиками, тут, там. Все очень даже, очень неплохо. Так, есть тут, конечно, какие-то определенные правила. Правила пожарной безопасности. Алармы, сигналы, туда, куда звонить. Ну, в принципе, все стандартно. Ничего такого. От непрошенных гостей цепочок. Ну, вроде бы, как бы, может быть. Но отсюда, как бы, замка нет, ты не закроешься отсюда. Может быть, оно поворачивается как-то и замыкается. Посмотрим, может, не работает. Короче, если не работает, то надо держать ухо востро. Ночка может быть веселой. Кто знает, какие соседи у нас. Так. Здесь, наверное, живет Микки Маус. Или Джерри. Джерри, ты где? Вылазь. Джерри. Джерри, вылазь, подружимся. Джерри. Ладно, может, боится вечера. Ну ладно, до вечера, Джерри. Может, тебе какой-то там прибумбасик дам. Так. Ну что, ладно, пока что начинаю расслабляться и пытаться отдыхать. Для чего, собственно говоря, я сюда и приехал. Ну что ж, номер меня удовлетворил, да, то есть здесь есть все необходимое, здесь есть вешалки для моей одежды, которая у меня в рюкзаке. Ее немного, там 2 байки, но все равно приятно. Здесь есть старенький филиппок, 32 или 20, 32 походу, 32 дюйма инча. Ну и также здесь есть холодильник. Какой-никакой, но холодильник. И в принципе, блин, он работает. Вот так вот. Ну и самый, конечно, изюминкой, то, чего я так хотел, это душ, душевая. Полноценная душевая. В принципе, очень неплохо. И сносный умывальник, да, с кусочками мыла. Ну, мелочь, но приятно, что. Вот что интересно, все сравнительно чисто. И это в принципе плюс. Да, оно старенькое, оно ветхое, оно как бы местами там, ну, не очень такое, да, приятное глазу. Но оно чистое, не очень.
За вот эти деньги я считаю, что это просто вот огонь. Просто огонь. Завтра будет насыщенный день, так что сегодня я просто отдыхаю. Ну давай покажу, какая панорама у меня здесь сверху. Я думаю, будет интересно. Вот такие обычные коробушки. Второй этаж. На первом этаже мало чем отличается. Все то же самое. Очень примитивная постройка. Вот такая вот территория. Вот это вот внизу тоже все. Все как бы номера. Здесь их, если я не ошибаюсь, 125. У меня как бы один из предпоследних, 122. Вот, угловой. А вообще их 125. Возможно. Нет, вру, не 125. Вот я смотрю на здание напротив, вот это вот, да, и на нем уже вижу 143. То есть очевидно, что этот комплекс распространяется и вот на туда, да, вот за вот этими вот кабинками. За вот этими кабинками, очевидно, там сзади еще есть один тоже такой комплекс, такой же самый. А может быть и нет. Но отсюда не увидеть. Достаточно закрытая местность там. И все это возле дороги. Вот, кстати, сразу и дорога. Ух ты. Что-то раздавил. Ну вот как-то так. В общем, вернулся я домой, вернулся не один. Вернулся с бутылочкой мартини. И обнаружил, что у меня не с чего его пить. То есть нет стаканчиков, нет даже бутылки пустой. И что я могу придумать? Ну, пока что не знаю. Пока что вот, если я не опустошу эту бутылочку, то ничего не получится. Но тем не менее, в любом случае, вечер у меня получится приятный, такой расслабляющий. Дерну немножко мартини себе так по чуть-чуть. Расслаблюсь, это для сна будет хорошо, потому что прошлую ночь как-то я не выспался нормально, поэтому и дорога мне так тяжело далась немножко. В целом все хорошо, я вернулся в номер и посижу еще на улице вечерком. Он достаточно теплый, ну и как бы буду морально отдыхать, готовиться к завтрашнему дню. Ну что ж, пришло время химичить. Вот эта бутылочка сейчас превратится в эту бутылочку. То есть этот сок переливаем в этот. У нас получается чудесный сок, за которым нам ничего не будет. Старый дедовский способ. Ну вот, собственно говоря, у нас теперь отличный сок, который хорошо тонизирует и поднимает настроение. Именно с ним мы будем коротать этот вечер.